Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Поскольку разработка дополнений Греции в самом разгаре, мы хотели бы представить вам трудолюбивую команду, стоящую за созданием нашего следующего расширения карт для Euro Truck Simulator 2. Мы надеемся, вам понравится презентация этих картографов SSV и их короткие сообщения для вас, наше лучшее сообщество. Илона. Я работаю в SSVR с 2016 года. Изначально я начал как тестировщик, откуда вскоре перешел на должность картографа. С тех пор я имел честь работать над множеством картографических проектов, таких как Италия, Балкис, Роута Балакси и кратко об Иберии. Последние 5 лет я работаю продюсером, в обязанности которого входит обеспечение выпуска малых и крупных проектов без каких-либо серьезных проблем, а также ведение обзора годового плана компании. Помимо прочего, моя задача выстроить внутренний канал и создать процессы, с помощью которых информация доходит до всех наших коллег в нашем постоянном растущем компании. Наряду с этим я продолжаю работать над дополнением к карте для проекта ETS-2, таких как уже упоминаюсь Иберия, и там Балкис, и все текущие доработки старых DLC. В настоящее время я отвечаю за бесперебойную работу дополнения Греции. Прокоп. Я начал работать в SSVR почти 8 лет назад, проработав несколько лет в другой студии разработки игр. Я начал как разработчик карт, что в конечном итоге привело к тому, что через несколько лет я стал ведущим разработчиком DLC. Я успешно руководитель и выпустил 2 DLC Иберии в Балкис. Поскольку разработка карт с каждым годом становится все более сложной, я недавно перешел на должность технического руководителя, чтобы я мог помогать команде Греции, команде ETS-2. В целом, со всеми функционально-техническими аспектами создания карт, всем от правильной реализации новых функций до решения экономических проблем. В свою очередь, это помогает нашим разработчикам карты сосредоточиться на визуальных эффектах и общей атмосфере игры, без необходимости решать технические проблемы в дополнение к их текущей рабочей нагрузке. Эрнест. Я начал работать в SSVR в 2020 году и прошел путь от младшего картографа до ведущего картографа DLC. Я начинал в Иберии, а совсем недавно помогал создавать массивное дополнение в Best of Balkans. Работаю над Грецией, мой первый проект в качестве ведущего. В основном я забочусь о визуальной стороне карты, помогаю нашим суперпоталантливым и потрясающим картографам, чтобы они могли работать без каких-либо проблем и имели все необходимое. Несмотря на то, что Греция это всего лишь одна страна, скромная цель всей команды, конечно же, создать самые впечатляющие DLC, когда-либо выпущены в Европе. Мы не так терпится показать вам больше. Мой тезка Михаил. Я работаю в картографическом отделе почти 5 лет. Я работал над разными частями игрового мира. Начиная с Роута Балакси, меня всегда интересовал дизайн окружающей среды. Я люблю природу и архитектуру. И мне нравится находить способ создавать иллюзии, впечатляющие и детально прорабатываемый мир. Я верю в ценности красоты и надеюсь, что DLC Греция снова станет немного красивее, чем что-либо раньше. Я желаю, чтобы игрокам понравилось открывать для себя интересные и уникальные дополнения. Либор. Когда я искал новую работу, одним из моих важных требований было то, что моя работа должна приносить людям радость. Честно говоря, я и представлять себя не мог, что должность картографа будет совместить этому. Я работаю в SSVR с конца 2022 года, и первый DLC, над которым я работал, была Западный Балкан. Несмотря на то, что я включал уже реализуемый проект и в основном помогал в его доработке, приятно слышать отзывы игроков и получать положительные отзывы о нашей работе. Я горжусь тем, что работал в прекрасном районе национального парка Дурмитор в Черногории. В дополнение к Греции мне было поручено создать город Янина с его окрестностью. Я уже с нетерпением жду конечные результаты. Игроки могут предвкушать настоящую атмосферу летних каникул. Кристина. Я присоединилась к SSVR в 2020 году и начала работать над Иберией DLC, который тогда находился в середине производства. С тех пор я имею честь работать над всеми следующими дополнениями ETS-2. Постепенно мне нравится все больше и больше задач, требующих проработанных мелких деталей, таких как комплексы заправочных станций, промышленные зоны, прилегающие склады, населенные пункты,
небольшие дороги и, очевидно, города. Совсем недавно для дополнения Западный Балкан я работал почти исключительно над Боснией. Города, узкие дороги, виды на озера, долины, окружающие скалами. Создавая все это на карте было одно удовольствие. В Греции меня ждет пару дорог у северных границ. Еще одна на юге, петляющая вдоль береговых линий и под ножья гор. Тем не менее, я пробуду на острове больше всех, создавая портовый город Ханья. Я верю, что дополнение Греции будет удивительно богато и разнообразным, и что есть много чего стоит ожидать. Клара. Я присоединился к СССВ в мае 2023 года. За это относительно короткое время мне удалось познакомиться с многими замечательными коллегами и получить от них много важного опыта. Греция замечательная, самобытная страна, полная прекрасной природы и городов с богатой историей. Я рад быть частью команды, работающей над дополнением Греции, и постараюсь запечатлеть всю красоту этой страны как можно лучше. Работа в игровой индустрии всегда была моей мечтой, и я благодарен за то, что смог воплотить ее в жизнь. Иохуана. Я присоединился к СССР только в ноябре прошлого года, поэтому для меня все еще немного новое. Однако, как специалист по искусству, я с самого начала знал, что больше всего получил удовольствие работать над пейзажами и сельской местностью. И мне сказали, что именно этим меня выбрали для дополнения Греции. И я в восторге от этого проекта. Надеюсь, что смогу запечатлеть греческую природу, так как если бы я рисовал. Мы надеемся, вам понравилось знакомиться с членом команды, создавшей дополнение Греции, по которой очень усердно работает над созданием и отличного расширения карты. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами подробностями их текущей работы в будущем. Если вы в восторге от этого предстоящего DLC, обязательно добавьте его в список пожеланий Steam. До следующего раза продолжайте в том же духе. Ссылочка на Грецию будет в описании данного видеоролика. В нашем последнем выпуске серии Исоцоц Роуд мы отправились в захватывающее путешествие в очаровательную музейную мастерскую Скани. Здесь команда талантливых специалистов Скани творит чудеса над реставрацией исторических грузовиков Скани, а также является домом для их легендарных выставочных грузовиков. Мы имели удовольствие взять интервью одного из ключевых людей, стоявших за всем этим, который провел для нас экскурс по их мастерской, присоединиться к нам и взглянуть на легендарные выставочные грузовики Скани, в том числе на завораживающий своим паса голубой грифон, пленительную химеру, огневой фрунж и других впечатляющих творений. Мастерская — это не просто место для реставрации, но и центр, где опытные мастера воплощают в жизнь это культовые выставочные грузовики, превращая их в царство захватывающего дух автомобильного искусства. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Надеемся, вам понравится экскурсия по мастерской в музее Скани. Эти эксклюзивные обзоры мы обязаны замечательным людям, работающим в мастерской, которые щедро потратил время, чтобы показать нам, что это необыкновенное место. Не забывайте следить за нашими социальными сетями: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, так что вы не пропустите любые новости о будущих эпизодах на дороге. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл-момент. Наши фанаты постоянно спрашивают нас, над чем мы работаем, почему в нашем общении бывают периоды, когда мы больше сосредотачиваемся на той или иной игре, созданной основного дополнения к карте. Это процесс, который занимает несколько лет, от подготовки к производству до оптимизации выпуска. Обычно мы не решаемся начать говорить о проекте слишком рано. Всегда есть опасения, может ли мы оправдаем ожидания, в то же время, как мы считаем полезным дать игрокам представление о том, над чем мы работаем. Это важно для продвижения, а также для получения ранней обратной связи.
К счастью, теперь мы можем смело говорить о втором расширении карты которым в настоящее время разрабатывается для Euro Truck Simulator 2. Да, команда ETS2 Map сейчас работает в 3 направлениях одновременно, разрабатывая большие проекты в дополнение к обширным доработкам и уже анонсировано дополнение Греции. Мы рады сообщить, что еще одно дополнение к карте уже находится на раннем стадии производства. Вы можете начать с нетерпением ждать возможности исследовать очаровательные пейзажи Северной Европы в дополнение Northeast Horizons. Благодаря десяткам городов, живописных поселков и прекрасных пейзажей, ожидающих исследований, обещают обширный и разнообразный игровой процесс. В дополнение представляются печень скандинавские архитектуры с красивыми, часто красными деревянными домами, фермами и амбарами, которые добавляют аутентичность и виртуальный ландшафт. Погрузитесь в историю викингов, которые вводят в дополнение и привносят историческую нотку в ваше путешествие. Ссылочка на данный видеоролик находится в описании в правом верхнем углу экрана. Вы можете с нетерпением ждать возможности исследовать обширные форды Норвегии, вплоть до Северного Ледовитого океана, время от времени пересекая захватывающих дух мосты или переходя по подводным туннелям. Впечатление повышаются благодаря наличию большого количества узких дорог, создающих уникальные условия для вождения. По пути следить за северными оленями, присутствие которых добавляет нотку дикой природы к вашему живописному маршруту. Рыбацкие деревушки, разнообразные вдоль побережья, еще больше погрузят игроков в богатую культуру побережья. Путешествие по шведской Норландии по главной дороге Е4 вдоль восточных населенных регионов, затем направляйтесь на запад к бесплодным холмам скандинавских гор. Вдоль норвежских границ по пути вы встретите промышленный район с шахтами и бумажными фабриками, что придаст дополнение уровня реалистичности вашему приключению с грузоперевозками. Финская Лапландия с ее густым хвойным лесом, ее обширной бесплодной тундрой резко контрастирует с южной частью страны. В дополнение особое внимание уделяется равным дорогам, что позволит игрокам по-настоящему погрузиться в красоту окружающего мира. В сфере грузоперевозок дополнение отдает дань уважения богатой истории Скандинавии, родине таких культовых брендов, как Scania и Volvo. Любители грузовых автомобилей по достоинству ценят подлинное представление о транспортном наследии региона. И давайте не будем забывать об огромных размерах дополнений. Приготовьтесь к обширным территориям с бесчисленными километрами дорог для изучения Northeast Horizons. Предложить гармоничные сочетания природы, истории, азарта, грузоперевозок. Приготовьтесь отправиться в незабываемые северные приключения. Имейте в виду, что фотографии, которые вы видите, здесь находятся в стадии разработки. Впереди у нас еще есть очень долгий путь и может пройти около 2 лет, прежде чем мы сможем выпустить это дополнение. Мы надеемся, что вы будете рады увидеть карту целиком. Как только она выйдет, не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы не пропускать ни одной новости о дополнении или других проектах. Если вы еще этого не сделали, обязательно добавьте дополнение в свой список пожеланий Steam. Увидимся в пути. Ссылочка на данное дополнение находится в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Ну что, дорогие друзья, вот такая у нас на день получилась. С вами был, как всегда, я, Михаил, с канала Пайкмейкер. Забудьте план действий, который сейчас видите у себя на экране. Лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.